Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. В этом видео предлагаю вам вместе со мной связать вот такого зайчика в форме пасхального яйца. Зайчика можно оформлять на любой свой вкус. Можно попробовать также, можно сделать все, что захотите, пришить ему цветочки, вышить, не знаю, какие-нибудь кружочки, полосочки, палочки. Все, что будет напоминать пасхальное яичко. Пряжа уходит меньше половины моточка. С одного моточка, скорее всего, можно будет связать даже 3 таких зайчика. Эти зайчики связаны с Himalaya Dolphin Baby. Глазки размером 10 мм, носик размером примерно миллиметров 8. Вот такой еще есть третий зайчик. И я также попробовала связать зайчиков из полухлопковой пряжи, для того, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Вот этот связан из пряжи Yarnara Jeans. Глазки я здесь использовала клеевые, размером, наверное, 5 мм. И есть еще вот такой один зайчик. Он связан из немножко другой пряжи, потоньше, чем Yarnara Jeans, и размером он тоже получился маленьким. Этого я вязала крючком 1,25. Этот зайчик крючком 2 мм. И зайчики из плюшевой пряжи у меня связаны крючком 4 мм. Если у вас возникнут какие-то вопросы в процессе вязания, обязательно задавайте их в комментариях, я вам на все отвечу. Приятного вязания! Для начала свяжем основу. Для этого делаем кольцо амигуруми. Вязание идет сверху вниз. Если вдруг вы будете менять цвета пряжи, то начинаем мы с вот этой макушечки и потом переходим на нижнюю часть. Сделали кольцо амигуруми. Теперь в него провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6 столбик. Колечко затягиваем. Следующий ряд второй провязываем 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 2 столбика. Провязываем в первый 2 столбика. Далее еще 2 столбика и так до конца ряда. В итоге у нас должно получиться в этом ряду 12 столбиков без накида. Провязали. Дальше следующий ряд третий. Провязываем 3 столбика прибавка. Так повторяем 3 раза. Вяжем первый столбик, в следующую петлю второй столбик и в следующую петлю третий. Дальше вяжем прибавку. Повторяем так еще 2 раза, 3 столбика прибавка, и в итоге у нас получится в этом ряду 15 столбиков. Следующий ряд вяжем четвертый, провязываем 4 столбика без накида прибавка, также 3 раза. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, в следующую петлю прибавку. Также повторяем еще 2 раза, и в итоге у нас получится 18 столбиков в ряду. Пятый ряд провязываем 2 столбика без накида прибавка и уже повторяем 6 раз. Вяжем первый столбик, второй и прибавка. Также повторяем до конца ряда 2 столбика прибавка. Получится у нас в итоге 24 столбика. И следующий ряд провяжите 24 столбика без накида. В 7 ряду провязываем 3 столбика без накида прибавка. Также 6 раз. Первый столбик, второй, третий и прибавка. Чередуем так до конца ряда. 3 столбика прибавка.
И следующий 8 ряд провяжите 30 столбиков без накида. В 9 ряду провязываем 4 столбика без накида, прибавка, также 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и вяжем прибавку. Повторяем так до конца ряда, и у нас получается 36 столбиков. Далее с 10 по 14 ряд, это всего 5 рядов, провяжите по 36 столбиков. Провязали 5 рядов, и теперь устанавливаем безопасные глазки. Сверху отсчитываем 8 рядов, и между 8 и 9 рядом я ставлю глазки. В 8 ряду считаю расстояние между ножками глазок 4 столбика. Дальше опускаемся на один рядочек вниз и посерединке вставляем носик. И все закрепляем. Вот так это выглядит. Продолжаем вязать дальше. Следующий ряд у нас 15. Мы провязываем 4 столбика без накида. Убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и провязываем убавку за передние полупетельки. Повторяем так до конца ряда, 4 столбика убавка. Получится у нас в этом ряду 30 столбиков. В 16 ряду мы провязываем первый столбик, второй, третий и убавка. Также повторяем до конца ряда. В общем, получится 6 раз 3 столбика убавка в этом ряду. И в итоге получается у нас 24 столбика. Следующий 17 ряд провязываем 24 столбика без накида. Провязали, добавляем наполнитель и дальше вяжем следующий ряд. 18. Провязываем 2 столбика. Первый, второй и убавку. Также повторяем до конца ряда 2 столбика убавка. Получится 18 столбиков в этом ряду. В 19 ряду мы провязываем 1 столбик без накида и убавку. Также повторяем до конца ряда. Получится в итоге 12 столбиков. Добавляем еще наполнитель и провязываем последний ряд 6 убавок. Первая, пятая и шестую убавку я не довязываю до конца, а делаю из нее соединительный столбик. Получается, захватываю ниточку и сразу же вывожу ее в соединительный. Воздушная петля, все, нить вытягиваем подлиннее немножечко. Берем иголочку с большим ушком. И начинаем стягивать оставшееся отверстие. Вводим иглу с наружной стороны во внутреннюю, захватываем переднюю полупетельку, самую первую. Подтягиваем. Дальше следующую полупетлю захватываем. Третью. Подтягиваем хорошо. Четвертую. Пятую. И вот здесь у нас шестая. Все подтянули. Вводим иголочку в самый центр, где мы стягивали все эти петельки оставшиеся. И выводим в другую сторону. Подтягиваем. Вот такое красивое завершение ряда у нас получилось. Дальше выводим
иголочку на верхнюю часть, примерно вот в этом месте. Так как здесь будет пришиваться ушко, я спокойно делаю здесь узелочек, не переживая о том, что его будет видно. Закрепляем ниточку и уводим иглу в другую сторону через наполнитель. Вот здесь мы пришьем ушко, потом будет все красиво. Вот такая получилась у нас основа нашего пасхального зайчика. Теперь остается хвостик, ручки, ножки, которые вяжутся одинаково, и ушки. Давайте начнем с ушек. Для этого берем также ту же пряжу, из которой вязали основу, и набираем цепочку из 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10. Набрали цепочку. Дальше со второй петли от крючка, вот здесь у нас самая первая, ее пропускаем, начинаем вязать со второй, провязываем 3 столбика без накида. В первую петлю 1 столбик, в следующую петлю 2 столбик и в следующую 3. Это мы сейчас вяжем по одной стороне цепочки. Дальше мы провязываем 3 полустолбика с накидом. Первый, в следующую петлю, второй и в следующую петлю 3 полустолбик с накидом. Далее вяжем подряд 2 столбика с накидом. Первый, в следующую петлю, второй. И остается у нас одна последняя петля. В нее нам нужно провязать 5 столбиков с накидом. Первый столбик в эту же петлю, второй в эту же петлю, третий, четвертый и 5. Дальше мы вяжем по второй стороне цепочки, захватывая полупетельки. Вяжем в следующую петлю 1 столбик с накидом и в следующую петлю еще 1 столбик с накидом. Получается 5 столбиков с накидом в одну петлю, дальше 2 столбика с накидом по одному в каждую петлю. Вяжем 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. И довязываем 3 столбика без накида. Первый, второй и 3. Вот что у нас получилось. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Вяжем по второй стороне. Делаем накид, провязываем полустолбик с накидом. Первый, в следующую петлю, второй, третий, четвертый, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 полустолбиков. Дальше подряд вяжем 3 прибавки из полустолбиков с накидом. Первая прибавка, в следующую петлю вторая прибавка,
и в следующую петлю третья прибавка. Дальше до конца этого ряда мы довязываем еще 9 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Воздушная петля. Ниточку вытягиваем подлиннее, если собираетесь пришивать ею же. Вот такое у нас получилось ушко. Вяжем точно такое же второе. И сейчас сразу покажу, как его пришивать. Берем основу, примеряем оба ушка, чтобы были одинаковые. Дальше вводим иголочку в начало ряда и туда же, где остался хвостик. Получается, соединяем вместе нижнюю часть. Вот так, одним стежочком. Дальше прикалываем ушко на макушку. Примерно от самого первого ряда, примерно между первым и вторым рядом. Чтобы небольшое такое расстояние оставалось между двумя ушками. Захватываю, получается, полностью я захватываю ряд вот этот второй. Все, теперь хвостик я вывожу где-нибудь подальше, между столбиками. Пришиваю второе ушко. Хвостик от второго тоже вывожу в эту же точку, не захватывая соседние столбики. Сейчас я свяжу второе ушко, пришью и покажу, как я соединяю два этих хвостика, чтобы их потом не было видно узелочком. Так, я пришила оба ушка и теперь вывожу хвостик от второго в ту же точку, где был первый наш хвостик. Сейчас подрежу их чуть-чуть покороче, чтобы было удобнее вам показывать. Дальше эти хвостики мы завязываем на пару узелочков. Первый и второй. Обрезаем еще короче ниточку. Примерно вот так. И теперь с помощью иголочки просто убираем их вовнутрь. Важно не задеть соседние столбики, чтобы потом не образовалась такая вмятинка. Все, хвостики спрятаны, все красиво. Ушки пришиты. Дальше мы с вами вяжем ручки и ножки. Как я уже говорила, они вяжутся все одинаково. Вот так это смотрится. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий. Ниточку уже сейчас подтягиваем, потому что дальше это сделать сложнее. Продолжаем вязать в кольцо. Четвертый, пятый,
шестой. Теперь уже хорошо затягиваем. Это был первый ряд. Второй ряд провязываем 6 столбиков без накида. Первый, в следующую петлю второй, в следующую петлю третий, четвертый, пятый и шестой. Вот что у нас получилось. Выворачиваем на лицевую сторону. Хвостик можно обрезать, чтобы не мешался. Вот такая у нас получилась деталь. Всего из 2 рядов. Первый 6 в кольцо, второй 6 столбиков без накида. Дальше вяжем третий ряд, провязываем эту деталь вместе. Нам нужно провязать 3 столбика сейчас. Так, вводим под первую петлю и под вторую сразу же. Провязываем вместе 1 столбик. Дальше следующие петли 2 вместе. Провязываем второй столбик и еще один третий раз. Также вместе 2 петли. Провязали. Воздушная петля, ниточку вытягиваем. Вот что получилось. Вяжем такие 4 детальки. Связали все 4 лапки и теперь располагаем их. Получается, тут сразу видно, кажется, это изнаночная сторона. Вот изнаночной стороной я их располагаю вверх, лицевой вниз. Они сами прям ложатся так, чтобы не торчали. Вот, например, если вот так сделать, видно, что торчат. А если лицевой стороной вовнутрь, то он прилегает хорошо. Получается, лапки я располагаю на 1 ряд ниже носика. На расстоянии 3 рядов у меня идет лапка верхняя. Вот так. Делаю чуть ближе к передней части. Не прям ровно посередине, вот немножечко ближе сюда к глазкам их выставляю. Ножки тоже не ровно посередине, а чуть-чуть на пару рядочков я вывожу вперед. Здесь у меня серединка, вот она, и ножки чуть-чуть вперед, чтобы их было видно, когда они стоят, когда зайчик стоит, чтобы ножки выпирали спереди. Теперь показываю, как пришиваю. Так, с помощью иголочки, опять-таки, вот у нас 3 ряда, на которых мы будем пришивать. Захватывая первую петельку на туловище и петельку на лапке. Вторую петельку на туловище и опять лапку. И третью петельку. Вот как раз на ряд ниже носа. Так, основную часть пришили. Теперь, если оставить так, то ручка будет болтаться. Мне это не нужно, поэтому я вывожу иголочку примерно в серединку, там, где закрывается лапка. Я думаю, вам видно. И стежком одним прихватываю. Так, вывели в этой точке, отступаю примерно 1 столбик и вывожу обратно иголочку. Все, уводим где-нибудь на спинке, оставляя хвостик там. Вот одним стежком прихватила лапку, чтобы она не болталась. Ну, как бы сильно здесь этого не видно. Хвостик этот оставляю, пришиваю вторую верхнюю лапку, хвостики завязываю, как показывала способом ранее. И лапки пришиваем точно так же и прихватываем одним стежочком, чтобы они не болтались. Вот что уже получается.
Все, пришили лапки. Теперь нам остается связать хвостик. Хвостик у меня получается больше размером, чем лапки. Если хотите, можете связать точно так же, вот как первые два ряда лапки, и в третьем ряду просто сделать 2 убавочки. Тогда хвостик будет маленький, но я специально делаю побольше. И в это кольцо набираем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Это был первый ряд. Во втором ряду вяжем 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика. В итоге получается 12 столбиков в ряду. Следующий ряд, третий, провяжите 12 столбиков без накида. И завершающий четвертый ряд мы вяжем 2 столбика убавка 3 раза. Первый столбик, второй и убавка. Повторяем так до конца ряда. Получается в итоге 9 столбиков. Довязали. Теперь делаем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку вытягиваем. Хвостик немного наполняем и пришиваем таким же способом, как пришивали лапки, захватывая поочередно петли хвостика и петли на туловище. Сейчас покажу расположение хвостика. Сильно высоко его не пришиваем, а пришиваем чуть пониже для того, чтобы зайчик стоял, опираясь на хвостик. Примерно это расстояние между нижней лапкой и верхней. Ровно посередине. Не забудьте добавить наполнитель. Дальше нам с вами остается вышить мордочку. Для этого ниточку Yarnart Jeans я разделяю на 2. Так, выводим хвостик, оставляем где-нибудь сбоку или сзади, чтобы потом завязать и спрятать. Подлиннее оставляем хвостик и начинаем вышивать реснички. Тут все на вашу фантазию, как вам больше захочется. Так, и еще я делаю такую небольшую полосочку под носом черным. Тоже, если хотите, можете этого не делать. Так, у меня немножко разные получились реснички, сейчас переделаю. Но вам показываю саму суть, чтобы было понятно примерно, как я это делаю. Все, выводим после носика в первую точку иголочку. И там прячем хвостики. Вот такая получается примерно мордашка. Я сейчас переделаю вот эту ресничку. Так, доделали мордочку. Все дооформляли. Теперь у нас остается один последний этап. Это сделать оформление. А у меня 2 варианта. Первый — это вот такие галочки. Просто они как бы немножко в таком хаотичном порядке. Вот видите, здесь нет какой-то определенной системы. Вышивала там, где видела. Просто галочки. Захватываем один ряд всего и на расстоянии столбика
в верхней части. Такие небольшие. И второй вариант, это я вышивала вот такие зигзаги. Ну, как бы имитация треснутого яйца. Попробуем сейчас сделать точно такой же вариант, только уже белой ниточкой. Так, зигзаги я эти делаю на расстоянии 2 рядов. Вводим иголочку, оставляя хвостик где-нибудь возле лапки первой. Так, выводим. Увожу. Всего получается у меня 3 столбика между зигзагом. Вот таким образом. Думаю, это очень легко. Просто единственное, пока все обошьешь, немножко долго. Сейчас посмотрим, если получится красиво, значит результат того стоит. Я вам показала эту игрушку в начале видео, но думаю, как уже понятно, сначала я снимаю основную часть мастер-класса, а потом уже показываю это все в начале, готовую работу, чтобы вам было понятнее, кого мы вяжем. А вот так получается. Принцип, думаю, простой, легкий. Все, дальше точно так же делаем до хвостика. И потом хвостик можно завязать, спрятать, взять другую длинную ниточку, пройтись второй ряд. Вот у меня второй ряд начинается на один ряд ниже. И сверху еще. Но сверху я уже делаю почаще вот эти зигзаги. Расстояние поменьше между ними. Так поинтереснее. Все, я дооформляла. Вот такой получился зайчик. Точно таких же вязать не обязательно. Можно оформлять на любой свой вкус. Делитесь фотографиями таких готовых зайчиков со мной в группе ВКонтакте. Мне всегда очень интересно посмотреть, что у вас получается. Спасибо за совместное вязание. Надеюсь, увидимся в следующих мастер-классах.